Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия по психологии и сегодня завершаем тему, связанную с теорией привязанности и с проблемой депривации, развития, прежде всего, социально-эмоционального развития. И вот я хотела бы привести некоторые примеры, которые могут помочь увидеть, да, тот спектр проблем, с которыми могут столкнуться очень многие на самом деле педагоги, воспитатели и приемные родители. Дело в том, что действительно в нашей стране довольно много детей, которые остались вот такими социальными сиротами. И одна из проблем, которую решает православная церковь, это действительно помощь таким детям и таким подросткам. Это и усыновление в семье, это и патронат над ребенком, это и вот организация каких-то таких приютов при монастырях, и это, возможно, опека социальных реабилитационных центров, которым, так сказать, которые такой опекой занимаются некоторые монастыри. И вот для того, чтобы было понятнее, да, каковы проблемы, какие трудности, да, с которыми здесь можно столкнуться, я бы хотела немного продолжить в течение вот этого нашего занятия те примеры, которые здесь можно привести. Это примеры именно из нашей современности. Но начать я бы, наверное, хотела все-таки с примера, опять же, опубликованного в психологической литературе. И речь там идет о том, что вот на прием к врачу-психоневрологу приходит девушка 18 лет, у которой имеет место заикание. Она стремится к тому, чтобы с этим заиканием справиться, потому что оно настолько сильное, что это ограничивает ее там какие-то дальнейшие возможности там, поступления куда-то на учебу, работы, общения и так далее. И на самом деле этот случай имеет самое прямое отношение к депривации. Почему? Потому что там как раз вот тот случай, о котором я говорила в конце прошлого занятия, один из факторов, так сказать, депривации, да, это недостаточно теплые, эмоционально теплые отношения в семье. У этой девочки, значит, мама такая очень строгая, в общем-то, не очень-то эмоционально расположенная к этой своей дочери, а у нее их двое, и вот как бы к другой дочке она более эмоционально расположена, но, может быть, даже дело не только в этом, а дело в том, что мама завуч в школе, и там имеют место как бы явление такой профессиональной деформации этой женщины, когда она такая, так сказать, строгая, требовательная, сухая, не проявляющая эмоций. И, в общем-то, такой же она остается и в семье. То есть не только в школе она строгий завуч, но она такой же остается и в семье, и в особенности вот с этой своей дочерью. И то заикание, с которым, собственно, уже совершеннолетняя девушка обратилась к врачу-психоневрологу, оно имело психогенное происхождение. То есть это результат так, страха, тревоги и испуга, который испытала эта девочка, когда она была еще школьницей, поскольку вот случился такой неприятный эпизод, что она, играя на перемене, порвала платье сзади, и вот она, так сказать, просто дрожала от страха, что ее вызовут к доске и будут ругать, и будут над ней смеяться. Это именно произошло. Ее вызвали к доске, и, в общем-то, мама ее еще, так сказать, наказала за такое безобразное поведение. И, в общем-то, вот с тех пор она начала заикаться. Чем дальше, тем больше. И вот в процессе работы психоневролога, который фактически проводил психотерапию с этой девушкой, в общем-то, были выявлены вот те потребности, которые фактически и были депривированы. Потребность
в материнской заботе, в материнском участии, в эмоциональных проявлениях мамы, да, так сказать, в какой-то вот ласке, в каком-то тактильном контакте. Поскольку буквально вот эта девушка, она в какие-то моменты просто вот очень хотела просто прислониться, да, вот к этой взрослой женщине, психоневрологу, которая осуществляла вот этот процесс лечения этой девушки, да, и, в общем-то, вот она рассказывала ей разные случаи, разные эпизоды своей жизни, в частности, вот то, насколько вот важно было ей, чтобы мама подходила к ней, когда она была больна. Были, так сказать, эпизоды, когда эта девушка, когда эта девочка, да, в своем детстве действительно очень тяжело болела, с высокой температурой, так сказать, с какими-то такими состояниями, близкими к потере сознания. И вот она все время просила, чтобы мама подошла, чтобы мама как-то приласкала, утешила, успокоила. И это невзирая на то, что, в общем-то, папа-то как раз был очень такой эмоциональный, ласковый и заботливый, но тем не менее вот эту материнскую, так сказать, ласку все равно вот этой девочке хотелось получить. И множество таких эпизодов эта девушка рассказала. Своим чередом шло лечение заикания, оно оказалось успешным. В общем-то, как водится на психотерапии, там были случаи, когда возникали какие-то напряженные отношения между вот этим, так сказать, вот этой пациенткой, да, с заиканием и врачом. И это достаточно, так сказать, типично. Это вообще, так сказать, нередкий случай в процессе терапии. Мы с вами в первом разделе наших занятий как раз говорили о том, что вот эти вот отношения переноса, да, когда вот уже по мере развития вот этих терапевтических отношений человек, проходящий терапию, начинает как бы переносить и какие-то положительные и отрицательные свои отношения на фигуру психотерапевта, и, соответственно, вот эта терапия, так сказать, шла своим чередом. И некоторые моменты, так сказать, девушка уходила с этой терапии. Иногда это было со скандалом, с какими-то обидами. Она их как-то переживала, она могла возвращаться обратно. У нее даже вот в моменты, когда она уходила, да, было несколько попыток самоубийства неудачных. То есть действительно были очень тяжелые депрессивные состояния. И вот опять же еще одна иллюстрация того, насколько длительным может быть процесс вот этой реабилитации, коррекции последствий депривации. Это то, что, в общем-то, стало известно вот этому врачу о том, что наконец вот более или менее, так сказать, благополучно сложилась жизнь этой девушки, когда ей исполнилось 30 лет. То есть если мы с вами из 30 лет вычтем 18, у нас получится 12. То есть это вот как раз тот период, который ушел у этой молодой женщины, да, у этой девушки, молодой женщины, на то, чтобы как-то попытаться преодолеть те последствия вот той депривации, да, которую она пережила, да, в период своего взросления, когда была ребенком, и, соответственно, вот для того, чтобы как-то войти в нормальный режим взрослой жизни. Да? В частности, вот в возрасте около 30 лет наконец стало известно, что она создала семью, что у нее, так сказать, скоро родится ребенок, и в этой семье все более-менее благополучно. Параллельно вот тому случаю, о котором я сейчас рассказала, это случай как раз опубликованный в психологической литературе, я могу привести пример того, как вот сложилась, да, судьба вот на настоящее время. Один из подмосковных монастырей как бы курирует вот социальный реабилитационный центр, и вот там произошел вот такой случай. В социальном реабилитационном центре нельзя находиться после 18 лет. И в той ситуации, если у вот этого, так сказать, уже совершеннолетнего воспитанника вот этого социального реабилитационного центра есть куда вернуться, то есть есть родительская семья, да, то в этом случае он как раз должен вернуться в эту родительскую семью. В данном конкретном случае возвращение для вот этой девушки представлялось абсолютно невозможным, потому что в семье у нее была мама и отчим, при этом отчим, в общем-то, как-то так замахивался на
половые отношения со своей падчерицей. И это, в частности, была, так сказать, одна из причин того, почему эта девочка была помещена в социально-реабилитационный центр и довольно долгое время там находилась на воспитании. При этом вот как бы там, конечно, не вполне, так сказать, социально здоровый образ жизни осуществляла эта семья. И вот та депривация развития, да, которая все-таки, так сказать, имела место в данном конкретном случае, да, она, в частности, могла проявляться в том, что эта девушка в беседах, значит, с опекающими, так сказать, от монастыря лицами могла сказать такое: «У меня никогда не будет семьи, у меня никогда не будет детей. Если вдруг кто-то родится, я просто схвачу и разобью этого ребенка о стенку». Причем это было, в общем-то, систематически. То есть человек не понимает, как можно создать семью, вообще зачем это нужно, почему это хорошо. И вот может такие слова говорить. Значит, в связи с тем, что просто вот эта девушка при выписке, да, так сказать, при выпуске из вот этого социального реабилитационного центра сказала: ну я пойду куда-нибудь там жить на вокзал, потому что в эту семью я не вернусь. И, в общем-то, вот монастырь начал по-настоящему вкладываться в, так сказать, жизнь этого человека. То есть там просто вот как бы была куплена земля, построен дом на этой земле, да, и вот довольно характерная такая картина. Примерно вот такого же рода факты сообщал Джон Болби за, так сказать, вот в процессе своего наблюдения за выпускниками интернатных учреждений. Да? То есть не складываются вот эти вот отношения, да, отношения семейные, вообще социальные отношения у детей, у которых, так сказать, вот выросших уже, да, которые выросли в вот этих интернатных учреждениях. Значит, там было вот 3 брака. На настоящий момент, слава богу, 3-й брак более-менее благополучный. До этого были, так сказать, вот варианты, когда значит, там супруг, который бьет, супруг, который пьет. Вот там, так сказать, родился таки ребенок во 2-м браке. Как-то вот помогали, так сказать, от монастыря всячески ухаживать за этим ребенком и так далее. Да? То есть вот получается, что 3-я попытка только, да, при вот таком постоянном сопровождении, социальном, психологическом, да, сопровождении этого человека, только 3-я попытка удается. И, в общем-то, наверное, имеет смысл озвучить такую очень горестную статистику, которая, к сожалению, все-таки мало меняется в последнее время, да, что вот у нас в стране примерно около 1 миллиона социальных сирот. Это дети несовершеннолетние, у которых родители живы, но которые, тем не менее, находятся в каких-то интернатных учреждениях или социальных реабилитационных центрах в связи с тем, что вот родители или лишены родительских прав, или там недостаточно правильные, так сказать, благополучные условия жизни в этой семье, там, да, или вот родители отказались от этих детей. И надо сказать, что вот эта статистика, которая связана с прослеживанием дальнейшей судьбы этих людей, да, то есть как они адаптируются в жизни, как они находят свой жизненный путь, в общем-то, она такая тоже очень неблагополучная. Примерно не более 10-15% из этих детей, из этих людей, так сказать, уже достигших совершеннолетия и начавших какую-то взрослую жизнь, вот примерно только 10-15% это люди, которые действительно находят себя, действительно уже ведут какой-то нормальный образ жизни, находят какую-то профессию для себя и, в общем-то, ведут такой благополучный образ жизни. Да? А, соответственно, 90-85% это правонарушения, это бомжевание, это колонии, наркомания, алкоголизм и другие, в общем-то, такие асоциальные формы жизни. То есть это все такая очень тяжелая статистика, которая свидетельствует о важности вот как раз, да, правильного, благополучного формирования привязанности как ядра социально-эмоциональных отношений личности. И вот мы с вами знаем, да, что в социальной концепции православной церкви, в общем-то, действительно звучат вот эти слова, да, что семью не может заменить никто,
Понятное дело, что важно, чтобы эта семья была благополучная, но вот мы с вами видим, что в, так сказать, практической ситуации приходится как-то восполнять недостаточность семьи, потому что не во всех случаях удается найти эту семью для ребенка, если, скажем, родная семья отказывается или не в состоянии осуществлять уход и воспитание. И я бы хотела остановиться на некоторых таких примерах, которые, возможно, как бы покажут то, насколько проблемным может быть поведение, да, ребенка в процессе его как раз попыток осуществлять вот этот вот взрослый образ жизни, да, когда уже этот ребенок выходит из интернатного учреждения. В данном случае я имею в виду один из подмосковных социальных реабилитационных центров. В частности, да, мы с вами говорили о том, что очень важно в процессе воспитания как бы приближать ситуацию, так сказать, которая имеет место в интернатном учреждении или в социально-реабилитационном центре, к семейной среде, к вообще, так сказать, реальной социальной жизни. И вот давайте я приведу хотя бы два примера, которые иллюстрируют то, до какой степени человек может в этой ситуации, в ситуации такого воспитания, быть как бы социально некомпетентным. Значит, специалисты по детям и подросткам с депривацией, они уже достаточно давно изучают вот эти процессы, эти особенности, и говорят о том, что огромное количество вот этих неблагополучных, так сказать, да, признаков имеет место в ситуации такого воспитания, в случае такого воспитания, и там и эмоциональное неблагополучие, огромное количество страхов, тревог, агрессивных каких-то проявлений, какого-то чувства вины, какого-то чувства обиды, огромный, так сказать, комок, связанный с этой социальной некомпетентностью, так сказать, да, коммуникативной некомпетентностью, неумением устанавливать контакты, понимать другого человека, да, понимать, что он там думает. Да, то есть то, что мы говорили, в частности, когда обсуждали подход духовно ориентированный диалог, Тамара Александровна Флоренская, да, она как раз говорила о том, что такие особенности человеческие, как эгоцентризм, да, они нередко связаны с тем, что имеет место какая-то травматизация. Да? В частности, как вариант, это депривация развития социально-эмоционального развития, да, и какие-то травмы привязанности. То есть идет такая как бы тенденция, да, к такому, так сказать, эгоцентрическому развитию, когда только свое как-то еще принимается в расчет, а выйти за свою скорлупу и попытаться, да, так сказать, понять другого человека, услышать его, почувствовать, так сказать, его, да, это для таких людей достаточно трудно. Так значит, давайте приведем несколько примеров. Один из моих студентов, будучи оператором документального кино, как-то снимал фильм про то, как ребенок школьного возраста уже, да, приходит, младшего школьного возраста, да, приходит в дом, значит, своих приемных родителей, и что при этом происходит. Его первое, так сказать, вступление, да, в квартиру людей, которые его усыновляют. И он, этот оператор, рассказывает совершенно с громадным удивлением, да, как он на камеру снимает следующую сцену. Ребенок подходит к разным предметам в доме, в частности, он подходит к холодильнику, открывает холодильник и застывает в изумлении, потому что он не представлял себе, что продукты могут быть в холодильнике. А дальше он совершенно не представлял себе, что из этих продуктов можно что-то готовить и так далее. То есть этот недостаток социального опыта, он может достигать этой такой степени. Да? Почему? Потому что эти режимы воспитания в интернатном учреждении, они могут просто проходить мимо этого. Да? То есть дети приходят, так сказать, дисциплинированным образом регулярно, да, на завтрак
там обед, полдник, ужин, да, так сказать, уже все накрыто, они, так сказать, привыкли к тому, что вот у них есть вот эта еда, так сказать, впоследствии, так сказать, тарелки убираются, они приходят на следующую трапезу и так далее, и так далее. То есть у них ограничен опыт, связанный с тем, что вообще-то есть магазины, есть рынки, есть холодильники, есть вообще способы приготовления пищи и так далее. Да? Вот, в частности, в одном из реабилитационных центров, это уже другой случай, да, в одном из реабилитационных центров была такая, так сказать, история. Они стремятся всеми, так сказать, возможностями преодолевать вот эти последствия депривации и ограниченный социальный опыт и просто проводят кулинарные занятия для своих воспитанников. То есть это регулярные, систематические кулинарные занятия. Вот один из воспитанников как бы вроде бы прошел все эти курсы. У них там есть курсы по планированию бюджета, по там, не знаю, походу в магазины, там покупки каких-то, так сказать, продуктов, да, вот эти вот кулинарные курсы. И, значит, уже выпустившийся, да, совершеннолетний молодой человек приходит обратно в реабилитационный центр и говорит: ну вы меня хоть научите хоть какой-нибудь суп варить, уже, так сказать, надоело есть какие-то там, не знаю, печеньки и так далее. Да? Хочется какой-нибудь нормальной еды. Ему задают вопрос: были же кулинарные курсы, где же ты был? А я в окно смотрел, мне это было неинтересно, не актуально, и ну вот прошло мимо. То есть может быть даже такой вариант, когда занятия проводятся, но вот кто-то как бы выпадает и участвует либо формально, либо вообще, по сути дела, не участвует и в результате проходит мимо этого социального опыта. Большой процент случаев сейчас, конечно, это преодолевается, да, большое, к сожалению, да, количество случаев, когда вот такие дети, выпустившиеся из интерната и получившие какую-то от государства помощь в плане жилья, да, какое-то свое жилье, либо комнату, либо даже квартиру, они, не понимая ценности этого, так сказать, предмета, да, квартиры, они начинают осуществлять совершенно как бы с точки зрения вот человека без депривации, да, совершенно чудовищные поступки. Например, могут обменять свою квартиру на какие-то мелочи, которые кажутся им притягательными, интересными, какие-нибудь там гаджеты или там еще что-то, и, так сказать, вот в результате они остаются бомжами. Государство второй раз квартиру уже не дает, да, уже начинаются громадные проблемы по возвращению, и, в общем-то, даже существуют вот эти черные риэлторы, которые просто, так сказать, какое-то время назад это было достаточно распространено, которые просто дежурят и, так сказать, выискивают, да, вот таких наивных людей, которые могут таким образом вот подарить им, значит, жилплощадь, которая стоит огромных денег. Также, так сказать, конечно, огромное количество проблем с планированием бюджета, когда человек может на ту какую-то, так сказать, вот материальную помощь, которую он получает до того момента, как он начнет уже самостоятельно жить, да, он просто, так сказать, накупает каких-нибудь лакомств, а остальной, так сказать, период до получения следующей порции денег остаются, так сказать, как бы голодными. Да? То есть вот огромное количество несуразиц. Приемные родители зачастую сталкиваются с ситуациями, когда они наблюдают поступки детей, которые они вообще никак не могут для себя объяснить. Да? К примеру, один приемный отец пытался, так сказать, задать такой вопрос. Вот я не понимаю, да, мы усыновили ребенка, он в подростковом возрасте, вроде бы все так неплохо, мы, так сказать, общаемся, да, но почему-то он, когда к нам приходят гости, он ворует мобильники, желательно дорогие, и топит их в унитазе. Вот почему он это делает? Мы не можем это понять. То есть вот действия могут быть как бы абсолютно немотивированными, абсолютно неожиданными, и как бы непонятно, зачем это и почему это. Да? И вообще какие-то вот элементы воровства тоже, так сказать, можно видеть у
детей, которые, так сказать, вот усыновлены, да, из этих интернатных учреждений. Очень много разных проблем. Сейчас я вот опишу один из, так сказать, таких случаев, когда семья усыновила 3 детей, и там мы как бы действительно в рамках такой дипломной работы вот этой вот мамочки, да, так сказать, которая, значит, усыновила со своим мужем 3 детей, мы как раз вот систематизировали вот эти наблюдения. И вот в связи вот со всеми теми как бы проблемами, да, которые мы с вами сейчас обсуждали, да, какими-то неожиданными поступками, как бы вроде бы немотивированными поступками, несуразными, вот, шокирующими какими-то действиями, да. В общем-то, в связи со всем этим, конечно, вот, наверное, это достаточно широко известно, то, что сейчас внедрены в практику вот эти школы приемных родителей, которые будущие приемные родители обязательно должны пройти. Почему? Потому что и в нашей стране, и в других странах, да, в общем-то, приемные родители сталкиваются с этими проблемами, и были нередки случаи, когда родители не справляются, причем иногда не справляются профессиональные психологи, которые делают, так сказать, осуществляют такое действие. То есть как бы вроде бы подкованные, да, и вооруженные, что называется, до зубов специалисты. Потому что действительно вот этот груз непонятных, немотивированных, так сказать, поступков, да, вот этих тяжелых эмоциональных состояний может быть чрезмерным. И вот эти школы приемных родителей сейчас обязательны, и они являются как бы профилактикой вот этих вот возвращений детей, приемных детей обратно в интернатные учреждения. И существуют случаи, когда некоторых детей возвращают многократно. То есть вот родители не справляются. Да? Казалось бы, сначала все хорошо, потом вдруг возникают очень серьезные проблемы. И вот сейчас есть такая практика, когда значит, формируются такие как бы специальные, да, вот на Западе это называется фостерная семья. То есть это 2 профессионала, муж и жена, которые заранее прошли специальную подготовку, очень серьезную, для того, чтобы взять на воспитание самых тяжелых вот этих детей, от которых отказались и не по одному разу, и которые, так сказать, могут выдавать тяжелейшие какие-то, так сказать, реакции. И вот все это направлено на то, чтобы каким-то образом все-таки вот скомпенсировать все те травмы, которые получили, все эти травмы привязанности, которые получили эти дети, эти подростки, да, и все-таки каким-то образом их реабилитировать и вернуть к нормальному, так сказать, такому социально-психологическому функционированию. И, наконец, вот давайте попробуем привести некоторые конкретные примеры как раз вот из, значит, такой своеобразной дипломной работы, которая была, так сказать, под моим руководством осуществлена. И здесь в данном случае, да, семья, полная семья, в которой уже практически взрослыми стали 3 своих родных детей, то есть младший уже заканчивает школу. Значит, эта семья усыновила детей, которые были изъяты из семьи, которая начала вести асоциальный образ жизни. И в данном случае это 2 мальчика и девочка, да, старшая сестра. Девочке на момент усыновления, удочерения 7 лет, значит, мальчику среднему 6 лет и самому младшему мальчику 4 года. Вот на этом примере очень хорошо видны и те поступки, да, и те действия, те реакции, которые, в общем-то, нередко наблюдаются, да, у детей. Можно сказать, это типичные какие-то проявления. И вот то, как работает вот этот самый сензитивный период. То есть речь идет о том, что в данном конкретном случае семья родная, так сказать, из которой были изъяты, так сказать, вот эти дети, эти 3 детей, она начала вести асоциальный образ жизни, она начала, так сказать, вот, алкоголизироваться, да, то есть родители начали неумеренно употреблять алкоголь, но первоначально,
когда родители были еще, так сказать, вот в начале своего семейного пути, в общем-то, эта семья была благополучной. То есть она начала вот как бы так скатываться в алкоголизм, а не сразу. И в результате, в общем-то, да, старшие дети, особенно девочка, они застали в своем раннем детстве благополучный период жизни этой семьи. И самая, так сказать, вот тяжелая, значит, история, да, она как раз приключилась вот с этим 4-летним мальчиком, то есть почти все его раннее детство и младенчество, оно прошло вот на фоне вот этой вот семьи, ведущей асоциальный образ жизни. Вот как себя вели дети, то есть чем они занимались, чем была наполнена их жизнь, когда их изымали из семьи. Вот это наблюдение, соответственно, специалистов, которые занимались вот этим, так сказать, лишением родительских прав и помещением детей в социальный реабилитационный центр. Скажем, придумать какие-то разнообразные игры дети не могли. Игрушек, естественно, да, так сказать, в достаточном количестве у них не было. И они просто, так сказать, либо играли с животными, какими-нибудь соседскими кошками, да, либо они рассыпали там какую-то крупу, горох, там, да, гречку по полу, и вот как бы так монотонно, так сказать, эти кучки, так сказать, сгребали, рассыпали, сгребали, рассыпали. То есть, конечно, для этого возраста такого рода игры, в общем-то, не являются адекватными. То есть это не свидетельствует о нормальном развитии детей. Вот это один только из признаков того, насколько было неблагополучно вот это их развитие. Да, они были, понятное дело, полуголодными, да, семья о них практически не заботилась, и, соответственно, вот, значит, состоялось вот это изъятие детей из семьи. Какое-то время они провели в детском доме, то есть в интернатном учреждении. И вот, значит, причем это было примерно около года-полутора, да, так сказать, когда они были в этом интернатном учреждении, и дальше у них пошла вот эта попытка скорректировать все те последствия, так сказать, такого тяжелого, так сказать, да, вот детства, которое они получили. И, значит, что в результате мы можем об этом сейчас сказать, да, вкратце. Вот все-таки наиболее благополучная картина вот этого, так сказать, преодоления последствий депривации, она оказалась у 7-летней девочки. Значит, вся вот эта вот история, да, которую мы прослеживали лонгитюдно, да, она длилась 3 года. За эти 3 года как раз, так сказать, студентка писала вот этот диплом. И вот почему, да, так сказать, вот эта девочка, да, она действительно сумела установить вот эти вот отношения с приемными родителями, сумела как бы вот интегрироваться в семью, да, в семью там вот отец, мать и 3 практически вот взрослых детей, так сказать, 2 старших уже, в общем-то, ведут самостоятельный образ жизни, имеют профессию, но тем не менее, семья очень дружная, теплая. Вот эти старшие дети, они, конечно, участвуют в общении вот с этими детьми. И это видно по, так сказать, целому ряду методик. В частности, потому как дети осуществляют, вот есть такая методика рисунок семьи. То есть старшая девочка уже себя видит, так сказать, вот в составе этой семьи, уже она в нее интегрирована. Значит, вот младший ребенок, да, это наиболее, конечно, проблемный ребенок. То есть тот ребенок, который видел больше всего, так сказать, какого-то негатива, да, и испытал больше всего негатива в своем раннем детстве. И он вот на момент, так сказать, да, вот завершения вот этой работы над дипломом, да, через 3 года после усыновления, то есть ему уже 7 лет, он уже, так сказать, вот поступает в школу, он наиболее проблемный, да, то есть он не смог вот эмоционально интегрироваться в семью, он держится до сих пор особняком, у него различные сложные такие, так сказать, реакции эмоциональные, так же, как и у среднего ребенка.
тоже достаточно сложные эмоциональные реакции. И то, что приходилось преодолевать этим детям, помимо того, что у них был крайне бедный словарный запас, надо было выучивать огромное количество слов, они как бы привыкли к такой очень однообразной еде, от, так сказать, разнообразной и полезной еды они отказывались, да, то есть вот масса было как бы и каких-то таких практически патологических проявлений, когда дети, не знаю, просыпаются ночью, когда дети кричат во сне, когда они боятся окружающих людей, чужих. Вот, скажем, средний ребенок, он периодически, так сказать, до настоящего времени продолжает просто как бы вот навязчиво ломать различные предметы, да, там полезные предметы быта, какие-то там, не знаю, кухонные принадлежности, да, какие-то там, какую-то посуду, какие-то игрушки, так сказать, биться в истерике, биться об стенку головой. То есть вот такого рода реакции, в общем-то, не редкие, да, скорее типичны для детей, которые пережили вот этот, так сказать, сложный комплекс депривационных факторов. И вот недаром как раз специалисты говорят о том, что если у детей в, так сказать, семьях, благополучных семьях нередко бывают проблемы, отдельные проблемы, с которыми надо работать с помощью психолога или педагога, да, то, в общем-то, у таких детей, как правило, клубок проблем, с которыми надо разбираться, и это, так сказать, такая реабилитация, да, она на самом деле занимает действительно очень большое время и требует огромных совершенно сил, душевных сил, да, и умений, и, так сказать, знаний от приемных родителей. Вот это надо обязательно, конечно, знать, да, и иметь в виду. Почему? Потому что в социальной деятельности церкви, конечно, большое, так сказать, внимание сейчас уделяется вот этому, так сказать, направлению, да, связанному с попыткой помочь детям, которые испытали серьезные последствия депривации, социально-эмоциональной депривации. И для того, чтобы делать это умело, нужно понимать, что нужно очень большое количество душевных сил, нужна очень серьезная такая настойчивость, вот мягкость, способность терпеть зачастую, так сказать, совершенно неожиданные выходки этих детей, да, понимать источники тех негативных эмоциональных состояний, которые бывают у этих детей, да, иметь навыки, так сказать, вот какой-то коррекции этих состояний и вот действительно помогать такого рода детям, которые оказались в неблагополучных условиях в период своего роста и взросления, да, и, соответственно, вот действительно несут на себе отпечатки, последствия тех тяжелых условий, которые они пережили. Ну, на этом мы с вами можем завершить ту тему, которая связана с теорией привязанности. На следующих занятиях мы перейдем к другим темам, связанным с возрастно-психологическим блоком. И сейчас мы это занятие завершаем. А теперь вопрос.